Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан входит в комнату, Джавахир убегает от окна. Когда Берон заходит в комнату и спрашивает, что случилось, Дилан говорит, что кто-то оставил окно открытым, и оно было закрыто, когда он ушел. «Я уверен, что он не заболеет, сын мой». Баран говорит: «Нет, боюсь, мой сын сильный». Дилан: «Но я не могу этого понять, интересно, кто оставил это открытым». Джавахир убегает, не оглядываясь, и где-то останавливается, злится на себя за то, что не может что-то сделать, черт возьми, и вспоминает, что произошло, когда он был с Мираном. «Но я не оставлю начатое дело незавершенным», — говорит он. Пока Дилан задается вопросом, кто оставил окно открытым, Берон говорит: «Может быть, ты забыл», а Дилан говорит: «Я уверен, что никогда». Пока Дилан думает о том, кто мог оставить окно открытым, она спрашивает Берона: «Почему ты пришел так рано, ты собирался на работу?» Когда Берон говорит, что в этом нет необходимости, а затем говорит, что мне нужно пойти в кабинет, Дилан спрашивает, есть ли проблемы, верно. Берон выходит из комнаты, говоря, что ничего нет. Госпожа Азади злится на Гюля за то, что она сделала с Азрой, и говорит, что вы должны вести себя как мы. Она просит у Гюля кофе, и когда Гюль идет его готовить, госпожа Азади говорит этой девочке с глазами-сороконожкой, что она приготовила слишком мало, но в любом случае нет необходимости баловать ее, говоря ей это в лицо. Дилан идет в комнату Мирана, чтобы распаковать кое-какие вещи. Но он не замечает плюшевого мишку, которого Джавахир разрывает и достает пистолет. Из особняка Баран проводит расследование после того, как охранник Хасан заплатил и отправил. Когда он попадает внутрь, Дилан спускается вниз с Мираном в руке. Мы думали, что Дилан в своем кабинете. Когда он спрашивает, почему ты вышел, Берон говорит, что мы разговаривали с мужчинами. Когда Дилан спрашивает, почему возникла проблема, Берон отвечает: «Нет, дорогая, рутинное приготовление игнорируется». Они вместе приходят в зал, и Азади Ханем и Гюль начинают любить Мирана. Баран говорит, что такого внимания не должна видеть только бабушка Джихан, она будет завидовать, потому что мой ботинок бросили на крышу. «Мисс Азади, вы мои 3 больших дерева, мой Миран вырастет большим человеком. А до тех пор, — говорит он, — мы обернем его ватой и защитим». Когда Баран встает и уходит, Дилан спрашивает Азади Ханем: «Ты открыл окно?» Госпожа Азади говорит: «Нет, моя дочь не подверглась воздействию, на самом деле я специально смотрела, и если бы она подверглась воздействию, мой Миран заболел бы». Когда Дилан на этот раз звонит Гизем и спрашивает, она говорит, что я не открывал его. Дилан становится очень подозрительным. Говорят, что Хасан услышал его речь, и невеста заметила его. Когда Ясмин приносит кофе и Рахат Лукум Харуну и Джавдету, Харун забывает купить кофе, потому что смотрит на Ясмин. Когда Джавдет притворяется, что кашляет, они приходят в себя и пьют кофе. Когда Джавдет говорит Харуну: «Ты улыбаешься», Харун говорит: «Это первый раз, когда я так напуган, потому что боялся потерять Ясмин». Внутри Цеврей говорит Ясмин, что Харун очень любит Ясмин, и они тоже. Пока Берон находится в кабинете, Дилан готовит ему кофе и позволяет ему побыть наедине. Берону нравится этот жест, и он обнимает Дилана. Дилан говорит, что ты чем-то расстроен, но ты мне сейчас не скажешь, поэтому я не буду спрашивать. Когда Берон спрашивает, думаешь ли ты все еще об этом вопросе с окном, Дилан отвечает, что я ничего не могу с этим поделать, что мне делать. Потом он говорит: давай прогуляемся, подышаем свежим воздухом, и они вместе выходят. Пока Джавахир звонит Хасану и пытается узнать, что происходит, Хасан говорит, что меня к ним не подпускают из-за тебя. Джавахир говорит, что это не из-за меня, а из-за твоей бесхарактерности, а затем кладет трубку, говоря: «Я могу заняться своим делом». Потом он вспоминает, какое впечатление он испытал, когда столкнулся лицом к лицу с Мираном, и говорит: «Да ладно, Джавахир, он необычный ребенок, он сын Барана Карабея, который является преступником от рождения».
Пока Дилан гуляет, я все еще не могу поверить, что у нас есть ребенок. Я не хочу покидать ее никогда. Когда она спрашивает, нормально ли это, Бэрон говорит, конечно, я чувствую то же самое к нему. Я воодушевлен тем, что мы сделаем для него в будущем. В этот момент он слышит разговор сантехников и слышит, как один из них уходит посреди работы. Когда Дилан спрашивает, что случилось, он говорит, что сантехники, должно быть, закончили свою работу, я посмотрел на него. Затем звонит телефон Барана, и господин Кудрет узнает, что Шари поймали, а его отец, господин Кудрет, отвез его на один из складов. Когда Дилан спрашивает, что происходит, Баран отвечает, я не могу тебе лгать. Поэта поймали, вот такая ситуация. Дилан очень рад этой новости. Дилан консультируется с Гэжой Азади и Гулем относительно Пенери, которую она имеет в виду. Тут дело доходит до того, что Гуль выщипывает Азру за волосы, Гуль говорит со смущением, что случилось, скажи мне, что делать. На вопрос, почему не было мужчин Карабея, Дилана Шаира поймали и сказали, что они пошли туда. Баран спрашивает Шаира, что ты делаешь в больнице, почему ты здесь, ты не один, я знаю, что тебе нужно, кто твой хозяин. Он просит его поговорить, но Шаир не говорит. Баран говорит, ладно, заткнись, ты все равно поговоришь, и они уходят. Когда Ферат спрашивает, что мы будем делать, он решил промолчать, Баран говорит, что мы пока подождем и потерпим. Они оставляют охрану позади поэта и возвращаются в особняк. Пока Цеврии ждет подарка от Джевдета, лицо Цеврии падает, когда Дилан дает ей список пропавшего ребенка. Как только Бэрон заходит в комнату, Дилан обнимает его и спрашивает, «Мне было очень любопытно, что ты сделал». После того, как Баран говорит, что проблем нет, он говорит, что очень скучает по Мирану. Дилан говорит, что ты устал, прими душ, ты голоден, поэтому я могу приготовить тост. Бэрон говорит, что мы с этим справимся, иди сюда и позволь мне обнять тебя. Обнимая Дилана, он спрашивает, может ли он заниматься спортом, и Бэрон говорит, давай посмотрим, ничего ли будет, если я откажусь. Когда Дилан Шаир спрашивает, почему он пришел в больницу, он отвечает, что Баран не говорил, но мы будем терпеливо ждать, пока он заговорит. В этот момент они подходят ближе и собираются поцеловаться, но когда малыш Миран просыпается и плачет, они оба расстраиваются. Когда Ферат спрашивает, почему Гуль отослал Азру, Гуль объясняет, о чем они говорили, и говорит, «Я не сожалею об этом и не буду, но сколько часов тебя уже не было, я не знаю, где ты. Что ты делаешь, все равно я очень устал, пойду спать». Когда Цеврия приходит к Ясмин и говорит, «Я завтра пойду искать подарок Джевдету на годовщину свадьбы, ты можешь поискать Дилашу», Ясмин, конечно, говорит. Когда Цеврия говорит, «Я вообще-то немного расстроена». «Кажется, Джевдет забыл», говорит Ясмин, может быть, он взял что-то вроде этого. Пока Бэрон находится в раковине, он думает, что Дилан зовет его, и приходит к нему. Дилан говорит, что окно открыто, закрой его на случай, если станет холодно. Бэрон гуляет по особняку со своим отцом и братом. Когда господин Кудрет спрашивает, как идут дела с отцовством, Баран отвечает, «Хорошая работа, я пытаюсь стать отцом». Когда господин Кудрет говорит, что у тебя все очень хорошо, ты решил эту проблему, Баран говорит то же самое, отец, Ферат следующий. Ферат улыбается и говорит, «Посмотрим, мы тоже об этом думаем». Когда Дилан говорит, что Шаиру пришлось поговорить и что за ним кто-то стоял, Ферат говорит, «Не волнуйтесь, я тоже не сказал Гулю». Тут их видит дядя Ахмед и приходит к ним. Пока Хасан радостно пьет кофе, звонит Джавахир. Хасан тут же идет в укромный уголок и открывает его. Джавахир хочет, чтобы Баран узнал, куда он пошел. Когда Хасан спрашивает, как он это сделает, Джавахир просит его установить на свою машину устройство слежения и выключает его. Повесив трубку, Хасан говорит, что этого нет, как я поставлю устройство слежения на машину Барана, я разорюсь, если меня поймают. Цеврия очень веселая и энергичная. Она думает, что Джевдет пытается подготовить сюрприз и не показать его.
Пока Дилан трясет Мирана, Бэрон входит в комнату, обнимает Дилан сзади и целует ее в шею. Дилан говорит, что я не знаю, как я не услышал, как ты проснулся утром. Когда Бэрон говорит, что ты спал по ночам немного беспокойно, Баран говорит тебе, что ты все время разговаривал. Когда Дилан спрашивает, ну и что я сказал, Бэрон отвечает, ты продолжал говорить о своей любви ко мне, а еще ты угрожал мне. Если я не куплю тебе пирог с мясным фаршем, ты обидишься. Когда Дилан спрашивает Бэрона, ты шутишь. Баран отвечает, ладно, ладно, я пошутил, но ты на самом деле говоришь об этом. Ты забыл, что окно открыто, и Дилан задумался. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.